Привет, друзья! В Германии снова горячо и не только на улице, но и в политике, социальной сфере и на железной дороге. От революции в поездах до спора вокруг выплат для граждан Украины. От неожиданных пенсионных цифр до конфликта с Евросоюзом по поводу денег. Что происходит с биофермами, где построят новые газовые станции и сколько на самом деле получают пенсионеры в Германии, вы удивитесь. Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе важнейших тем коротко и без лишнего. А теперь к подробностям. Начну с неотложной новинки на железной дороге. Часто в своих видео я рассказываю, как немецкую железную дорогу все время ругают за непунктуальность, сношенную инфраструктуру и так далее. Но есть и плюсы. В Южной Мекленбург-Передней Померании проходят новые тестовые испытания высокоскоростного мобильного интернета в поездах. По 12-километровой железнодорожной ветке между станциями Каров и Мальхов установлены 13 инновационных вышек с антеннами, которые поддерживают передачу данных на скорости до, внимания, гигабита в секунду. Тестовый вагон, переделанный из писаного, оборудован дополнительными антеннами и специальными окнами, пропускающими мобильный сигнал. Он движется со скоростью до 140 км в час, регистрируя качество связи как внутри вагона, так и снаружи. Это позволяет работникам понять, как работает связь в движении. В испытаниях участвуют сразу 4 немецких оператора мобильной связи совместно с железнодорожными дорогами, телекоммуникационными и инфраструктурными компаниями. Цель проекта – это выяснить, как совместное использование одной инфраструктуры позволит обеспечить стабильный и быстрый интернет для пассажиров на всей длине маршрута. Особое внимание уделено частоте 3,6 ГГц, способной обеспечивать ту самую высокую скорость, но со сравнительно небольшой зоной покрытия, около 1 км. Поэтому тестируют также сочетание высоких и низких частот, чтобы обеспечить стабильность при пересечении определенных участков маршрута. Параллельно исследуется возможность использования этих же вышек для нового стандарта связи, которые будут применяться для операций поездов с середины 2030-х годов. Проект называется Gigabit Innovation Track и финансируется федеральными ведомствами и компаниями-партнерами. Если тесты подтвердят эффективность, технологии могут расширить до основной линии между Гамбургом и Берлином, где уже планируется установка аналогичных вышек. Ожидается, что такие решения помогут сделать поездки более комфортными и современными для миллионов пассажиров. И еще одна важная новость. Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианский социальный союз Маркус Зёдер предложил пересмотреть систему выплат Бюргергельд для граждан Украины, проживающих в Германии. Его инициативу подвергли критике представители социал-демократической партии Германии и «Зеленых». По их мнению, это проявление политического давления. Председатель молодежного крыла СДПГ отметил, цитата, «Так называемая экономия домашних дыр на плечах самых уязвимых – это неверный подход, не решающий реальных проблем». По его словам, вместо исключения людей из системы важно активно продвигать их интеграцию и участие в обществе. Заместитель лидера фракции от партии «Зеленых» также заявил, цитата, «Предложение, по мнению оппонентов, несправедливо по отношению к тем, кто столкнулся с серьезными трудностями». Он подчеркнул, что именно система поддержки через центры занятости помогает находить работу, а не социальные службы. Вице-канцлер из социал-демократической партии Германии предупредил о возможных конфликтах внутри коалиции. Также прозвучала критика из других сторон. Перевод всех граждан с временным правом нахождения на другую систему помощи может привести к значительным бюрократическим издержкам. Украинский посол в Германии назвал инициативу несправедливой. Она ставит многих, кто уже работает или платит налоги, в неопределенно уязвимое положение. Таким образом, продолжается активное обсуждение, поддерживать гибкую и социально ориентированную систему помощи или добиваться экономии жесткими методами – это стоящая перед коалицией дилемма. И это еще не все. В Германии отмечен неожиданный парадокс. Количество биоферм сокращается, хотя площадь под органическим сельским хозяйством продолжает расти. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, в 2024 году биоферм стало на 2,2% меньше, чем сейчас. Их всего около 35 880. Такой спад объясняется уходом фермеров на пенсию без наследников и сложностями с передачей хозяйств следующему поколению.
Тем не менее, площадь под органическим землевладением увеличилась на 1,3% до 1,91 миллиона гектаров. Это составляет примерно, внимание, 11,5% от всей сельскохозяйственной земли в стране. Увеличение связано в первую очередь с расширением территорий существующих ферм, а не с открытием новых предприятий. Министерство отмечает, несмотря на сокращение числа хозяйств, общая тенденция к росту биоземледелия сохранена. Однако текущий уровень значительно отстает от национальной цели – достичь примерно 30% биоплощади к 2030 году. Эксперты отмечают, сокращение числа биоферм может ослабить стабильность органического сектора. Рост площади без увеличения количества хозяйств угрожает концентрации производства и потере гибкости. Важной задачей на сегодня остается создание условий для поддержки молодых фермеров и преемственности бизнеса. Обучение, финансовые инструменты и льготы могли бы стимулировать продолжение биопроизводства в сельской местности. А теперь новость, которая откроет глаза на то, сколько в Германии реально получают пенсию. Согласно последней информации и барометра пенсий, который показывает, насколько ваша пенсия выше или ниже среднего значения в стране, можно понять ваше положение. По данным экспертного отчета, средняя пенсия для мужчин составляет, внимание, около 1278 евро в месяц, а для женщин около 1072 евро в месяц. Около трети пенсионеров получают не более 750 евро в месяц. Это минимальный уровень выплат по текущей системе. Примерно 23% пенсионеров получают 1500 евро или больше. Лишь 1,4% пенсионеров имеют выплаты свыше 2400 евро в месяц. Интересно, что у женщин пенсия в среднем заметно ниже. Почти 90% женщин получают не больше 1500 евро. И уже сумма от 1050 до 1500 евро считается хорошей для женщины-пенсионера. И она охватывает около 2,5 миллионов человек. У мужчин ситуация чуть лучше. Почти 60% мужчин получают меньше 1500 евро. И сумма от 1350 евро уже считается выше среднего. Таким образом, барометр позволяет каждому оценить, в какой группе он находится. Среди тех, кто получает меньше, близко к среднему или значительно больше. Инструмент также помогает понять, от чего зависит размер выплат. Это доходы, стаж, пол. Это те ключевые факторы. А дальше важное обновление, касающееся восточных регионов Германии. Министр экономики Германии Катарина Райхе пообещала, что восточные регионы, известные своей добычей угля, не будут проигрывать в планах по строительству новых газовых электростанций. Ранее была критика, что юг страны получит приоритет, но Райхе заявила в Дрездене, цитата, «Обоснованных причин для беспокойства нет, газовые станции нужны по всей стране, в том числе и в Лаузице». Дело в так называемом южном бонусе, который предлагает поддержку строительства электростанций преимущественно на юге Германии. В губернии Саксония выразили критику, однако министр заверила регион. Я напомню, что регион обладает хорошей инфраструктурой, включая сеть для водорода и компанию ЛИАХ, ведущую транспортную угольную промышленность. Согласно соглашению в правительстве, к 2030 году должно появиться до 20 гигаватт мощности новых газовых станций. Они будут служить резервом на случай, если возобновляемая энергия не обеспечит электропотребление ночью или без ветра. Финансирование этих проектов предусматривается из федерального бюджета, а согласование с Европейским Союзом уже подходит к завершению. Райхе также рассказала, что подготовлены несколько этапов конкурсного отбора под новые электростанции. Первые заявки могут быть представлены к концу этого года. Заявки должны быть организованы максимально просто и эффективно с точки зрения затрат. И еще одна новость о конфликте региональных земель Германии с Европейским Союзом из-за распределения финансирования. Фракция Социал-демократической партии Германии в законодательном собрании федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн выступила с инициативой, требующей сохранения децентрализованного распределения финансирования со стороны Европейского Союза. Здесь речь идет о том, что средства структурной политики Европейского Союза должны и дальше направляться напрямую в регионы Германии, а не распределяться только на уровне национального правительства Фридриха Мерца. Согласно законопроекту, региональные потребности и приоритеты должны учитываться при принятии решений, желательно на местах ближе к людям. Лидер фракции подчеркнула, что подход «отвечать за решения там, где они реализуются» доказал свою эффективность, и именно он обеспечивает гибкость и результативность проектов.
Причина обращения – это предложение Еврокомиссии объединить все фонды развития и региональные субсидии в один общий фонд с централизованным управлением, начиная с 2028 года. А это может ограничить самостоятельность регионов в распределении финансирования. Депутаты считают, что такая реорганизация снизит прозрачность и эффективность использования ресурсов. СДПК просит земельное правительство выступить с соответствующими инициативами на федеральном и европейском уровне. Цель – сохранить возможность выбора местных программ и проектов, которые лучше всего подходят конкретным регионам. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.